В начале 21 века, когда дороги стали символом современного движения вперед, никто не мог ожидать столкновения с чем-то настолько древним и загадочным. В один из обычных дней 2021 года на оживленной магистрали, где час пик превращает трассу в нескончаемый поток машин, внезапно появился объект, который застал всех врасплох. Этот объект был ничем иным, как боевой танк времен Второй мировой войны, о котором давно забыли даже самые старые архивы. Появление танка на трассе вызвало настоящий хаос. Автомобили, словно пораженные неведомой силой, разлетелись в разные стороны, пытаясь избежать столкновения с гигантской машиной. Водители, едва успевшие затормозить, выбегали из своих автомобилей, чтобы увидеть это чудо собственными глазами. И хотя танк выглядел как старинный реликт, его мощные двигатели гудели, а оружие выглядело готовым к бою. Танк словно ожил из прошлого, неся с собой тайну, которую предстояло раскрыть. Это зрелище поразило всех и заставило задуматься о том, что скрывалось за этим необъяснимым явлением. Однако куда более загадочным оставалось, что случилось с экипажем, управлявшим этой машиной в далеком прошлом, и как так получилось, что танк смог преодолеть пропасть времени. Сразу после появления танка внимание водителей было привлечено к неожиданной угрозе. Многие из них пытались понять, как такое возможно и откуда взялся военный артефакт посреди трассы. Возникшая паника усугублялась тем, что машины, попавшие на пути танка, бессистемно тормозили и вынуждены были менять направление, чтобы избежать столкновения. Люди в спешке покидали свои автомобили, стараясь найти безопасное место и убедиться, что это не мираж. Полиция и военные прибыли почти мгновенно, так как информация о странном объекте распространилась молниеносно. Специалисты пытались понять, как танк, который, казалось, сошел с экранов военных хроник, оказался здесь. Его броня не имела ни единой царапины и выглядела так, будто вчера прошла заводскую проверку. При этом оборудование внутри работало безупречно. Несмотря на десятки лет, казалось, оно не знало, что такое износ. Пока эксперты ломали голову над этой аномалией, движение на магистрали было перекрыто, и оперативно началась эвакуация водителей с места событий. Танковое чудовище сохраняло свое спокойствие, не предпринимая никаких действий, которые могли бы окончательно ввергнуть людей в панику. Мирное соседство с технологией прошлого вызывало все больше вопросов. Какова была его последняя битва? Кто командовал этой мощной машиной? И самое главное, как произошло так, что он появился здесь, неся в себе разгадку времен Второй мировой войны? Но вскоре исследователи столкнутся с еще более невероятными загадками, связанными с этой таинственной находкой. С появлением танка на трассе перед всем миром встал вопрос, как это возможно, и если это не просто ошибка или шутка современности, то как объяснить это явление? Мог ли танк каким-то образом переместиться во времени, или кто-то нашел способ перенести его сюда из далекого прошлого? Появились даже теории о существовании временных флуктуаций или разломов, через которые мог пройти этот мощный артефакт истории. Детальный осмотр танка только усиливал эти предположения. На его корпусе не было никаких признаков старения или ржавчины, а внутри все выглядело так, как будто техника только что покинула конвейер. Каждая деталь, каждый механизм был в идеальном состоянии. Даже более того, в его топливном баке обнаружили современное топливо, которое просто не могло существовать в середине 20 века. Это открытие вызвало множество споров среди экспертов и ученых, пытающихся объяснить, как могло произойти такое явление. Однако самым интригующим было то, что внутри танка не было следов экипажа. Никто не знал, кто управлял этой боевой машиной во время последней битвы и куда эти люди делись. Отсутствие экипажа навело на мысли о том, что возможно, танк попал в временной разлом без своих операторов, оставив их в прошлом. Или, может быть, в этой истории были замешаны силы, о которых человечество даже не подозревало. Пока исследователи погружались в изучение необычного объекта, на горизонте замаячила еще одна загадка, требующая разгадки и связанная с историческими событиями, произошедшими в середине прошлого века. Исследователи, прибывшие на место, не могли поверить своим глазам. Танк, словно вынырнувший из глубин времени, был в идеальном состоянии. На его поверхности не наблюдалось ни капли ржавчины, что было абсолютно невероятно для столь старой техники. Специалисты по металлу единогласно утверждали, что подобное состояние невозможно без регулярного ухода, а такие условия, как дождь и изменчивый климат, должны были оставлять следы износа. Внутренние системы тоже были загадкой. Электропроводка, гидравлика и механика — все в работоспособном состоянии, как будто их только что установили. Детали танка, такие как двигатель и коробка передач, выглядели так, словно их совершенно нетронуто выпустили с завода. Но что вызывало недоумение больше всего, так это обнаруженное под капотом топливо. Оно соответствовало современным стандартам, что вообще невозможно для 40-х годов 20 века.
Каждое свидетельство говорило о том, что машина была каким-то образом изолирована от времени. Специалисты по двигателям не могли объяснить, как возможно, чтобы двигатель, не зная современного ремонта, функционировал так безупречно. Далее в боковых отсеках танка нашлись запасы провизии, находящиеся в хорошем состоянии, хотя их срок годности давно должен был истечь. Это обнаружение заставило ученых задуматься о возможности специальной консервации, но никаких известных методов не вязалось с видимыми фактами. Создавалось впечатление, что этот танк стал частью какой-то глобальной мистификации или даже вмешательства извне. И пока эксперты пытались найти рациональные объяснения, все нити загадочного явления вели к историческим событиям, которые могли пролить свет на этот невероятный феномен. После осмотра танка внимание экспертов переключилось на поиски следов его экипажа. Внутри боевой машины все оказалось в идеальном состоянии, но загадка оставалась. Куда же подевались те, кто управлял этим танком в последний раз? В отсеке экипажа не было ни записок, ни личных вещей, ни намека на присутствие людей. Это место будто пустовало уже десятки лет, но при этом сохраняло атмосферу готовности к бою. Исследователи тщательно осмотрели каждое возможное укрытие в окрестностях, надеясь обнаружить следы человеческого присутствия. Но все попытки оказались тщетными. Казалось, что люди просто испарились, не оставив даже отпечатков на мокрой земле. Это отсутствие любых человеческих следов заставило задуматься о возможных причинах их исчезновения. Были ли они живы, когда танк внезапно исчез из их времени? Или, возможно, экипаж покинул машину по собственному желанию? Пока эксперты разгадывали эту головоломку, внимание было обращено на документы и архивы времен Второй мировой войны. Возможно, они содержат упоминания о последней миссии этого танка и его экипажа. Однако неожиданная пропажа документов только добавила масла в огонь. Историки и архивисты начали пересматривать имеющиеся записи, надеясь найти хотя бы малейший намек на судьбу той команды, но наткнулись лишь на пустые страницы и исчезнувшие отчеты. С каждым новым открытием история становилась все более запутанной. Как могли исчезнуть вместе с танком и люди, которые когда-то вели его в бой? Были ли они свидетелями чего-то такого, о чем никто больше не знал? Эта тайна лишь углубляла желание найти правду, которая может прятаться в тенях минувших битв и нераскрытых страницах истории. Для того, чтобы понять, как танк времен Второй мировой войны мог оказаться посреди современной трассы, необходимо вернуться к событиям той кровопролитной войны. В середине 20 века танки считались вершиной военной техники, и их создание требовало усилий сотен инженеров и рабочих. Самые сложные операции и операции с минимальными шансами на успех часто возлагались на плечи таких машин, что делало их настоящими героями своего времени. Этот конкретный танк участвовал в битве, которая в будущем станет знаковой. Осенью 1943 года, когда союзные войска брали под контроль важные территории в Европе, именно эта машина приняла участие в одной из самых напряженных операций. В разгар сражения танк неожиданно исчез с поля боя. Исторические записи свидетельствуют о том, что его потеря была загадочной. Никаких следов, никаких остатков. Это событие вызвало многочисленные спекуляции, начиная от банального уничтожения до более мистических версий, связанных с паранормальными явлениями. В течение длительного времени судьба этой бронированной машины оставалась неизвестной. Историки и военные специалисты не могли определить, что с ней произошло. Некоторые утверждали, что экипаж и танк встретили свою судьбу в глубинах вражеской территории, другие полагали, что их могли захватить в плен. Однако не было ни одного убедительного доказательства, поддерживающего любую из этих теорий. И вот, спустя десятилетия, машина внезапно появляется на оживленной магистрали, что вновь разжигает интерес к событиям той давней битвы. Хотя архивные документы того времени иногда бывают неполными и ненадежными из-за хаоса военных лет, это открытие вновь поставило вопрос о возможных неконвенциональных технологиях, которые могли иметь место в те дни. Так или иначе, танк, некогда пропавший без вести, снова оказался на страницах истории, и его эхо тянется из прошлого в наше время. Теперь, когда он появился снова, эксперты будут стремиться раскрыть еще больше тайн, связанных с ним и его командой. Место, где был обнаружен танк, стало центром удивительных событий, которые будто вызвали странные силы из прошлого. Свидетели сообщали о таинственных звуках, похожих на гул моторов, доносящихся из ниоткуда, когда солнце заходило за горизонт.
Этот непонятный шум заставлял местных жителей нервничать, и вскоре слухи о мистических явлениях распространились на ближайшие города. Водители, проезжающие мимо, жаловались на внезапные сбои в работе их автомобилей. Двигатели глохли без видимых причин, а электроника начинала вести себя крайне странно. Еще удивительнее, что несколько человек утверждали, что видели неясные фигуры, мерцающие в воздухе рядом с танком. Эти тени казались призрачными, будто бы это воспоминания давно минувших событий. Одна из таких историй рассказывала о женщине, которая, проходя вблизи танка, почувствовала легкий холодок, а затем увидела перед собой неясный силуэт в военной форме. Он исчез так же внезапно, как и появился. Этот случай лишь усилил мистический ореол вокруг находки и заставил людей задуматься о том, не является ли место силы особой зоной, где пересекаются разные временные линии. Странные инциденты продолжались, и внимание к месту только возрастало. Исследователи, прибывшие на место, зафиксировали повышение электромагнитных полей, что могло объяснять сбои в работе электроники, но оставалось загадкой, почему это происходило именно здесь и сейчас. Ощущение, что танк притягивает к себе тайны прошлого, подкреплялось рассказами о том, как в ночное время слышались отголоски битвы и голоса на неизвестном языке. Само присутствие этой бронированной машины, будто из другого времени, было как магнит для всех этих аномалий. Каждое новое происшествие напоминало о том, что разгадка настоящей природы явления и связи танка с этими событиями еще впереди. Среди множества теорий, которые выдвинули эксперты и любители мистики, одной из самых захватывающих была идея о дыре во времени. Это предположение основывалось на возможности того, что в определенных местах нашей планеты существуют порталы, через которые можно перемещаться во времени. Танковый артефакт в этом случае стал бы подтверждением существования таких аномалий. Научное сообщество долгое время отказывалось принимать подобные гипотезы, однако факт появления танка вынудил некоторых специалистов пересмотреть свое мнение. Еще одна теория включала в себя предполагаемое участие секретных правительственных экспериментов. Согласно этой версии, властям удалось разработать некую технологию, позволяющую сохранить технику и людей в состоянии заморозки, что означало бы, что танк был умышленно законсервирован для сохранения до лучших времен. Однако, как такой проект мог остаться в тайне столько лет, оставалось неясным. Противники этой теории утверждали, что ни одна страна не обладала столь передовыми технологиями в годы войны, которые могли бы объяснить происходящее. Не обходилось и без теории о внеземных вмешательствах. Некоторые энтузиасты считали, что танк мог быть объектом внимания инопланетных существ, использующих его как эксперимент в рамках изучения человечества. Возникающий вопрос, каковы их намерения и почему они выбрали именно эту машину, оставался без ответа. Несмотря на то, что эта теория казалась маловероятной, она все же находила своих сторонников среди тех, кто верил в существование жизни за пределами Земли. В то время как многие пытались разгадать секреты странного появления танка, ученые сосредоточились на изучении каждой детали, пытаясь найти рациональные объяснения. Каждая новая находка, будь то записка или свидетельство очевидца, привносила свои нюансы в понимание этой тайны. Однако до сих пор остается неясным, как и почему танк оказался в наше время. Эти загадки продолжают увлекать и вдохновлять на дальнейшие исследования, открывая перед нами неисчерпаемые горизонты познания прошлого и, возможно, будущего.